В этом видео мы разберем положение правой руки, когда вы играете бой. Правило высокой точки, оно у нас остается. То есть вот у вас есть тут локоть, и немножко, буквально на 3 сантиметра ниже, вы кладете на самую высокую точку гитары. И это опускаете, расслабляете руку, и это ваша, так сказать, парковка для правой руки. Есть правило яблока, я его называю, когда между вот этим суставом и гитарной декой обязательно должно быть расстояние примерно в кулак или в яблоко. Так вот, то, что касается боя, когда мы играем бой, нам это правило не надо. Ваша рука идет прямо, нет никаких изгибов, и у вас тогда получается лучший контроль над струнами. Или если вы играете просто чесом, просто боем, то тоже, конечно, никаких изгибов быть не должно. Что важно, ни в коем случае, когда вы играете боем, рука не должна работать всем предплечьем. Очень часто люди играют даже вообще всей рукой. Но на самом деле, если мы будем брать правильную игру, то хороший звук появляется именно вот в работе кисти, а не в работе всего предплечья, и уже ни в коем случае не работе всего рычага вашей руки. Правило крестика у нас остается, то есть большой палец как был, так и остается впереди. И здесь вы можете выбирать сами. Есть разные способы игры. Вы можете играть то, что я зачастую использую, когда играю без медиатора. Я играю очень часто, использую просто ногти. Вниз вот этим вот пальчиком, указательным пальцем или вообще там, может быть, средним пальцем, или сразу 2-3 пальцами, это не важно. И наверх большим пальцем. То есть получается вот такое вот движение. Можно также играть только указательным пальцем. То есть вот часто люди играют бой. Вот так вот. Я такой прием не очень люблю, но я его часто использую, если я использую перкуссию. Я использую вот эту вот технику. Можно играть, в принципе, только большим пальцем. Такое тоже встречала. Я категорически не рекомендую этого делать, потому что в эту сторону у вас всегда идет подушечка, а в эту сторону ноготь. И получается очень разный звук. В идеале, мне кажется, самый хороший звук — это когда и тут ногтем, и назад локтем. То есть получается вот такое вот движение. Можно использовать медиатор. Если вы начинающий гитарист, то я советую вам брать медиаторы. Это называется грип-медиатор, то есть который хорошо, у них прорезиненная поверхность и есть трубчики. То есть он тогда, получается, не так быстро выпадает. Как держать медиатор? 3 мм кончик должен его торчать. Тоже правило крестика, то есть такое же правило, как мы используем, когда играем боем. И теперь мы соединили пальчики, и теперь засовываем мы медиатор. И медиатор, в принципе, если вы уберете большой палец, он должен спокойно лежать на пальчики. Некоторые советуют брать 90 градусов, класть под 90 градусов. Я не кладу под 90 градусов. У меня получается медиатор как бы продолжением ногтя. И я не держу его очень крепко. Он, в принципе, вот так вот туда-сюда может шевелиться. Итак, подытожим. Сегодня мы прошли в этом уроке яблоко против доски. Вот это вот положение доски я называю, когда рука не имеет изгибов. Дальше вы можете посмотреть технику, какой вам удобнее играть. То ли указательный палец наверх, большой палец, то ли только указательным, не советую, то ли большим тоже не советую. Можете подумать о том, чтобы вы играли, если вам это удобно, играли медиатором.